Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! В этом видео будет полет на двух казахстанских авиакомпаниях. Авиакомпания номер 1 «СКАТ». Рейс из Внуково в Алматы. Уже прошел все формальности и за 1,5 часа до времени вылета направляюсь к выходу на посадку номер 20. В аэропорту вечером многолюдно, много вылетов по среднеазиатским направлениям. В самом конце на первом этаже открыли новый бизнес-зал. Обычно они все были на втором этаже. Выглядит интересно, но не понял, как в него попасть. Мой 20-й выход на посадку. Никого нет. До вылета в 21:50 есть время. Посмотрим на наш самолет. Он уже должен был прилететь. Как-то так. Скоро вылетать. А на чем? Где самолет? Правильно же смотрю. Да, 20-я стоянка, около 20-го выхода. Мимо рулит Boeing 737 авиакомпании UTair, который полетит в Сургут. А где же все-таки мой самолет? Открываю флайт-радар и вижу, он кружит южнее Владимира на высоте 38 тысяч футов. На соседнюю стоянку заруливает прилетевший из Пхукета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Он тоже немного покружился в зоне ожидания перед посадкой. Наконец-то, с приличной задержкой, практически на 1,5 часа, приземлился мой борт. Вместо 4,5 пассажиры провели в полете 6. И не совсем понятна причина, потому что в это время много других рейсов взлетали и садились во Внуково. К самолету спешат сотрудники для установки колодок и конусов. Рядом с выходом был найден фонтанчик с педалью. Отлично придумано, только ход нажатия не совсем отрегулирован. Можно случайно надавить и очутиться мокрым. Задержку вылета зеркально продлили на 1,5 часа. В новостях прочитал, что все-таки в это время действовал режим закрытия неба в московской зоне, и аэропорт работал по разрешениям. Не сразу обратил внимание, полет сегодня будет не на обычном 737-800, а на модификации MAX. Это видно по двигателю и законцовкам крыла. Еще остались неубранными закрылки. Как написали в комментариях к предыдущему видео, причина может быть в обледенении во время полета, и техникам нужно дополнительно их проверить. Автобус привез новый экипаж. Один из их числа подошел к багажному отсеку и оставил свой чемодан. Надеюсь, он никуда не уедет, и сотрудники поймут, что его нужно загрузить. Чемодан имею в виду. Лопатки двигателя привлекли пилотов, которые делали обход самолета. Обратил внимание на выгрузку большого количества сноубордов из багажного отсека. На перроне рулит на взлет бизнес-джет Embraer Legacy 650, который днем прилетел из Дубая, а сейчас полетит в бывший основной аэропорт Стамбула Ататюрк. А в этот момент время вылета перенесли на дополнительные 30 минут. А теперь пришел экипаж, который прилетел за своими чемоданами. Удивительно, почему они не получают, как и все, на багажной карусели. Объявили посадку. Иду одним из первых. В салоне 3 ряда бизнес-класса. Но подождите, все не так. Это точно рейс «СКАТ». Расцветка и брендинг с васильками принадлежат белорусской авиакомпании «Белавия». Место выбрал заранее на 4-м ряду, и там не было указано про первый ряд эконома. Наверное, так получилось. Отлично буду сидеть с увеличенным пространством для ног. Уверен, если отодрать наклейку со «СКАТ», там будет точно написано «Белавия». Все выглядит как зефирка на рейсе в Минск. Из иллюминатора открывается отличный вид на двигатель и крыло. Объявили о завершении посадки, много свободных мест осталось, и с моей стороны на соседних креслах никого нет. И эту наклейку тоже, если снять, там, наверное, будет «Белавия». Детектив какой-то. Попозже попытаемся узнать почему. Минут 20 ничего не происходило. КВС представился Руслан Саидов. Сказал лететь 3 часа и 50 минут. А ждем разрешения на буксировку по причине сильной загруженности аэропорта. Наконец-то нас стали выталкивать. КВС опять вышел на связь с новостью о требуемой противообледенительной обработке, которая займет дополнительные 15 минут. Предупредил о возможности неприятного запаха в салоне. Первый раз вижу такой тематический борт Победы. Вкусный лед. Сделан в коллаборации с производителем продуктов. Несколько часов назад прилетел из Саратова и утром улетел в Краснодар. К самолету с 2 сторон подъехали специальные машины с вынесенной кабиной управления обработкой. И начался процесс. Сначала тщательно поливали прозрачной жидкостью, возможно, теплой из-за пара. Затем точечно обработали механизацию крыла оранжевой жидкостью. Закончили даже быстрее 15 минут. Начали руление. Около терминала стоит А320 авиакомпании «Азал», который прилетел рейсом из Баку. Мимо грузового терминала Внуково, напротив которого стоит грузовой Boeing 757-200 авиакомпании «Авиастар Ту», который скоро улетит рейсом в Норильск. Объявили о небольшой очереди перед нами. В салоне много пассажиров уже заснули. Во Внуково работала одна полоса и на вылет,
и на прилет, поэтому самолеты двигались медленно, давая приоритет тем, кто прилетает. Взлетать будем с 19-й полосы. Пропустили Boeing 757, это черный Jet Azure Air, включили фары и заняли полосу для взлета. Черный долго не освобождал или по другой причине, но плюс 5 минут дополнительно постояли. Время прилета по расписанию было в 5 утра, а из-за задержки вылета из Москвы прилетим около 8 по местному времени. Мне это больше подходит, так как планы днем и заселение в отель после 2. Меньше времени буду ходить на морозе. Спросил у экипажа про дизайн салона и панелей. Они ответили, что этот порт должен был попасть в Белавия, но в 2022 году был передан в СКАТ, а интерьер оставили как есть. Заглянул в туалет, в котором было тесновато и стояла бутылочка жидкого мыла. В салоне появился запах горячего питания. У меня до полета была уверенность в неком формате низкобюджетного перевозчика у авиакомпании. А оказалось, даже кормить горячим будут. На выбор: говядина с гречкой, курица с пюре, рыба с рисом. Есть не хотелось, взял только на видео показать. Просил дать любое горячее. А вы знаете, в наши времена так не кормят даже премиальные авиакомпании. Отличный набор. Наливали холодные и горячие напитки без ограничений. До обслуживания объявили о закрытии туалетов на ближайшее время. Работали с нескольких тележек и раздали и собрали мусор оперативно. Лететь еще 2 часа, можно поспать. Направление на восток, поэтому в иллюминаторах уже виден рассвет. За 30 минут до посадки включили освещение, проверили ремни, вышел на связь КВС, сказал: в Алматы ветрено и, возможно, будет болтанка. Все объявления в авиакомпании делали на 3 языках. Турбулентность получилась легкая. К сожалению, были плотные облака и не увидел красивейшую горную систему Заилийский Алатау. Возможно, получилось снять у девушки с ряда напротив. И перед самой посадкой, как начало трясти, было ощущение, что садиться не будем и уйдем на 2-й круг. Пилоты выполнили посадку мягко. Никто не хлопал. Может, были сонные? На рулежной дорожке стоит Boeing 737-800 авиакомпании A-Jet, вылетающий в столицу Турции Анкару. Не самый красивый пейзаж. Вот такие заснеженные горы на территории аэропорта. Вдалеке стоят самолеты на хранении. Як-40, Ту-134, Фоккер-100, какой-то Макдоналд Дуглас. Такой тип самолета вижу впервые в жизни. Это Airbus C-295, тактический военно-транспортный самолет. Один борт, который летает в интересах пограничной службы, готовит к рейсу. Какой интересный перрон в Алматы. Начало весны не самое красивое время. И зачем такие искусственные горы земли на территории аэропорта? Рулим в сторону удаленной стоянки, телетрапа не будет. Нас уже ждут. Для установки на стоянку будет буксировка. Всем оставаться на своих местах. Экипаж поблагодарил за полет со СКАТ. Со своей стороны, тоже благодарность за прилет в 8 утра вместо 5. Можно сразу ехать в город. До терминала будет автобус. Проезжали мимо А320 авиакомпании Fly Aristan, мимо разобранного CRJ SCAT и мимо 2, похоже, что законсервированных и давно не летающих Boeing 757 в цветной ливреи авиакомпании Sunday Airlines, про которую никогда до этого не слышал. Нас подвозят к прилету международных рейсов. Требуется пройти границу. Если въезд в Казахстан происходит рейсом из России, можно использовать наш внутренний паспорт. Единственное неудобно, сотрудник границы такой въезд оформляет чуть дольше, чем если предъявить загран. Очереди не было. Время ожидания заняло пару минут. Уже в зоне выдачи багажа. Но так как у меня его нет, сразу иду на выход. В аэропорту осталось одно дело. Зимой, когда мой рейс из Сеула задержался в Пекине на сутки, если вдруг не видели это видео, оставлю ссылку, мне сказали про возможность компенсации от авиакомпании Air Astana согласно законам Казахстана при условии вины перевозчика. Хочу уточнить. В представительстве мне любезно подсказали, нужно отправить заявку через веб-сайт. Это дело сделано. Теперь нужно в город. До заселения в отель много времени. Воспользуюсь общественным транспортом. Выхожу на улицу, иду по указателям автобусная остановка. Она находится около соседнего здания. Нужно пересечь площадь по переходу.
Вижу, как отъезжает 92-й автобус, а табло показывает, следующий будет аж через 78 минут. Взгляд вокруг. Стоит 2 поблизости. На остановке есть люди. Спрашиваю, точно так долго ждать? Мне говорят, не обращать внимания, сейчас будет. И правда, через пару минут уже сажусь в автобус. С оплатой случился целый квест. Пластиковой картой нельзя, наличных у меня не было, можно в приложении купить онлайн. Скачал, но не дает зарегистрироваться на российский номер телефона. В итоге за меня заплатил один из пассажиров, за что ему огромное спасибо. Автобус ехал по дороге с большим количеством автосалонов. Любят в Алматы новые автомобили. Выхожу на ближайший к отелю. Нужно перейти дорогу, а пешеходных переходов поблизости нет, только подземный. В Алматы был уже не один раз, но всегда по работе, быстро, на бегу, без этих простых прогулок по улицам. А зря, потому что сейчас идешь и есть ощущение южного города, как будто где-то за поворотом обязательно появится море. И легко представить, как весной, когда распускаются деревья, все это превращается в совсем другую, почти сказочную картинку. На одной из центральных пешеходных улиц не убрали новогодние украшения. На пути Starbucks, в котором никого нет. Большой чай и столик на улице, единственный занятый мной. Город только просыпается. Редкие прохожие, утренний воздух с легким оттенком весны. Идеальное сочетание. До заселения все еще много времени. Можно прогуляться по округе. Улица оказывается местным Арбатом. И сразу цепляется взгляд за эту бетонную архитектуру. Как выясняется, это те самые близнецы на Арбате. Поздний советский модернизм. Дальше, под оживленной дорогой, плавный переход без лестниц – отличное решение. В глаза бросается большое количество решеток на окнах. По карте здесь крупный городской рынок, а исследовать город через рынок – одно из любимых занятий. Но перед рынком небольшое препятствие – огромная лужа. Посредине дворники заботливо бросили доску. Пешеходы проходят мимо, как будто не замечая, что от чистой обуви мало что останется. Сердце обливается. Рынок называется «Зеленый базар». Напротив, на остановке вижу троллейбусы, какие-то модные. Судя по названию, они приехали из Китая. Здание построено во времена СССР. Советский модернизм с конструктивистской логикой. Бетонный зал, где функциональность явно важнее эстетики. Большие пролеты, открытое пространство, минимум деталей. Когда-то это был колхозный рынок, место встречи города и тех, кто привозит сюда продукты. И это ощущение осталось. Удивительно, но с тех времен атмосфера почти не изменилась. На втором этаже есть несколько мест, где можно перекусить, но рынок по-прежнему живет своей основной функцией – торговлей, и от этого он ощущается совсем не туристическим. Цепляют огромные весы, как будто из другого времени. Они до сих пор работают, и на них по-прежнему взвешивают молочные продукты. На улицах ощущается какая-то архитектурная свобода. Много смелых решений и экспериментов, чаще с бетоном. На крышах домов огромные конструкции, возможно, уже не совсем в том виде, как задумывались, но все равно выглядит впечатляюще. И фасады, один за другим, разные, ни один не похож на предыдущий. Чувствуется, город все время пробовал что-то новое. Выступает доктор Албан. Еще не ходил в школу, когда он был популярным. Выхожу на большую площадь с неубранным после Нового года имбирными домиками. Сначала кажется, здесь какое-то правительственное здание, но оказывается технический университет. Вокруг много спорта, искусства и просто городской жизни. В небольшом сквере местный художник прямо на улице работает над новым эскизом. Картина выглядит незавершенной, но от этого наблюдать даже интереснее. Через пару кварталов памятник Виктору Цою и одноименная улица. Маленькое одно наблюдение о городе. Огромное количество стальных решеток на окнах и балконах, причем на любых этажах. Но и здесь все не так просто. Многие из них выглядят почти как часть архитектуры, по-своему аккуратно и с элементами искусства. Остается не до конца понятным только одно – причины. На карте нахожу достопримечательность – канатную дорогу. Днем в будний день здесь почти никого нет. Она проходит прямо над жилыми домами и многополосными магистралями, поднимая на смотровую площадку и в парк Коктобе. И здесь будто все меняется. Всего 10 минут, и вместо большого города вокруг уже тишина, горы и почти курортная атмосфера. А внизу огромные Алматы, слегка растворяющиеся в дымке. Город расположен у подножия гор, словно в чаше, поэтому холодный воздух и загрязнение чаще остается внизу. На одной из аллей парка встречаю необычный памятник The Beatles. Джон Леннон сидит на лавочке, остальные рядом, в аппаратуре вокруг играют их песни.
И иронично, только что сидеть на самой лавочке запрещено. Надо возвращаться в отель, уже наступило время заезда. Но как не проехать пару остановок на метро? Вход в него видно издалека. Эскалатор уходит глубоко вниз, почти как в Санкт-Петербурге. Сначала кажется, метро здесь должно быть идентичным нашему, с вагонами Мытищинского завода. Но оказывается, оно молодое. Строить его начали в 1988 году, а открыли только в 2011. Его поезда напоминают американские, хотя, как позже выяснил, в проекте участвовала южнокорейская компания. И наблюдение. Между станциями очень длинные перегоны. Остановился в отеле «Милдом» в, можно сказать, историческом центре города. Купил на сервисе Trip.com за рубли. Написано было, в отеле идет реновация и могут быть посторонние шумы днем. Номер на 5 этаже самый обычный. Давайте его посмотрим. Двуспальная кровать, 2 кресла, уютно, хорошие цвета. Не включил свет, ничего не видно. А будет ванна или душ? Темный коридор в номере получился. Еще и дверь не закрыл и не вставил карточку для света. Всегда забываю. Будет душ. На вид хорошо. В подвале отеля есть небольшой бассейн. Сходил в него перед сном. Следующий вылет в 8:40 утра. Около 6 выхожу на улицу и удивляюсь свежему снегу. Надеюсь, вылет не задержится. Вызываю такси. Не сразу находим друг друга. Еду в аэропорт. Водитель решил провести небольшую экскурсию, но сразу уточнил, без большого количества абаев здесь не обойдется. Добираюсь до аэропорта. Последний раз был в этом терминале лет 10 назад или даже больше. И тогда он был международным. Сейчас обслуживают внутренние рейсы. Захожу и удивляюсь отсутствию контроля на входе. Раньше он точно был. У меня даже билет проверяли перед тем, как пропустить к регистрации. У меня уже есть посадочный талон электронный, но хочу получить бумажный. Пойду поищу стойки регистрации. Авиакомпания, которой предстоит лететь, Kazakh Air. Сейчас, после приватизации, она постепенно переходит к вьетнамскому лоукостеру Vietjet Air и постепенно трансформирует бренд. Поэтому на мониторах сразу 2 названия. Беру посадочный. Место заранее выбрано у окна с левой стороны. Зона регистрации небольшая. Несколько стоек, киоски самостоятельной регистрации и ремонт вокруг. Дальше контроль безопасности. Очередь есть, но движется быстро. Разуваться не просят, технику включать не требуют. Сотрудники подсказывают каждому, что делать, и из-за этого процесс идет заметно быстрее. В этой зоне у меня случились флешбеки. Из нее точно когда-то давно вылетал в Москву на Трансаэро. На перроне проводят противообледенительную обработку для Airbus A330 турецких авиалиний, который полетит в Стамбул. Обратите внимание, для обработки используются одновременно 4 машины. Все прошло настолько быстро, что до посадки осталось около часа. Посидел в зоне ожидания и пошел к своему выходу на посадку. Здесь несколько коридоров и одно пространство с большим количеством кресел и самолетной инсталляцией. Некоторые пассажиры как будто в этой зоне уже давно ждут свой рейс. Мне нужен выход на посадку номер 8. Он находится в самом конце терминала. Увидел ситуацию. А320 авиакомпании Fly Arestan с уже обработанными противообледенительной жидкостью крыльями и сопровождающей пожарной машиной зарулил на перрон. К нему подогнали трап, открыли дверь и спустя некоторое время начали высадку пассажиров в автобус. Может быть, что-то случилось в момент руления на взлет? На другой стороне летного поля виднеется большая стройка. Будет новый терминал. Тащат систему обогрева с логотипами Air Astana. Вдалеке стоит несколько бортов лоукостера Fly Arestan. На перроне все заволокло паром. Это обрабатывают прямо на стоянке около выхода на посадку А321 Air Astana. Здесь работают 2 машины. На машине видно, какой тип жидкости залит в баке и сколько ее осталось. Тип 1 снимает лед и снег. Жидкость горячая, отсюда пар вокруг самолета. Тип 4 уже другая, более густая, часто зеленого или оранжевого цвета. Она остается на поверхности и некоторое время защищает самолет от нового обледенения. Взлетает А330 в Стамбул. Много времени прошло с момента, когда его обливали. Рулит 737 MAX китайской авиакомпании China Southern из города Урумчи. Вижу, на полосу приземлился борт из Астаны, который будет выполнять мой рейс. Прилетел вовремя, резво рулит на удаленную стоянку. До начала посадки было минут 15. Взял в Старбаксе чай и круассан с семгой. Вернулся обратно к панорамному окну, увидел движение чего-то огромного, которым оказался грузовой Boeing 747-400 американской авиакомпании Atlas Air, прилетевший из китайского Чунцина. Через весь терминал к своему выходу на посадку, где тот странный А320 с самого начала готовится к вылету. Но непонятно, с теми же пассажирами или нет. И уже началась посадка на мой рейс. Решил подойти самым последним, чтобы не мерзнуть в автобусе. На перроне увидел старое здание аэропорта, похожее на железнодорожный вокзал.
жалко его не используют, и один из Боингов 767 Air Astana. Какая необычная машина сопровождения. Сверху на ее экране показывается для пилотов частота, на которую они должны настроиться. Мой борт Dash 8 Q400. Турбовинтовой регионал с высоким крылом и длиннющим фюзеляжем. Вместимость до 90 пассажиров. Идеально подходит для коротких и средних рейсов. Это мой второй в жизни полет на этом типе. Первый был много лет назад на борту авиакомпании «Австрийские стрелы». Винт внушительный, его диаметр больше 4 метров. 6 композитных лопастей имеют изменяемый шаг. На входе образовалась небольшая пробка, так как все хотели побыстрее зайти, отпихнул соседа. Справа на крыле 2 больших прожектора. Загрузка багажа идет в хвостовой зоне. Классно придумано. Буква графически интегрирована в иллюминатор. Ступеньки узкие и какие-то не жесткие. В салоне схема 2.2. На вид снаружи казалось, здесь и 2.1 будет тесно. Кресла выглядят тонкими и узкими, но когда садишься, они обычные для пассажирских самолетов. Шаг между креслами впритык. Лучше, чем на Airbus A320 Ямала из предыдущего видео. Из иллюминатора открывается такой вид. Обзор ограниченный, только на гондолу двигателя, винт, шасси и немного впереди. И стекло снаружи грязное. Мне казалось, зашел в самолет в последней группе, но пассажиры все прибывают и прибывают. Куда они все влезут? У всех были сумки, и все поместилось на полке. Удивительно. Можно было немного заглянуть в кабину пилотов. Посадка закончилась. Поприветствовали, рассказали про безопасность. В салоне работает 2 бортпроводника. От шасси убрали колодки, экипаж проверял у пассажиров, застегнуты ли ремни безопасности. По вибрации и шуму в салоне стало понятно, уже запустили другой двигатель. И начался запуск с моей стороны. Шум не такой сильный, разговаривать можно свободно, только вибрация, которой нет на привычных реактивных самолетах. Начали руление. На время нашего взлета изменилось направление на полосе, и через несколько минут борт был готов. Взлетели резво, время в полете будет около 2 часов. Застегнуть ремни выключили быстро. Экипаж объявил про возможность покупки еды и товаров на борту. Информация находится в кармашке. В нем находилась брошюра про закон и порядок. Начался платный сервис, и, кажется, немного было клиентов у команды на рейсе. Взял себе 1 чай, оплатил картой иностранного банка, смс-ка о списании пришла спустя неделю после полета. Чай, как у китайских авиакомпаний, просто заливают кипяток и нужно палочкой пробить доступ через сетку к чаю, который находится на дне стаканчика. Внизу были бескрайние заснеженные пейзажи Казахстана. Обратил внимание на брендинг авиакомпании, который нанесен на все элементы самолета. С любого ракурса должно быть видно, какая авиакомпания летит. Снижение начали плавно и незаметно. Объявление о необходимости пристегнуть ремни было за пару минут до выпуска шасси. Как раз их пилоты и выпустили. С этого ракурса видно и выпуск закрылок. Непривычно высоко они находятся. Руление после посадки было недолгим, плюс из-за ограниченного обзора мало что смог увидеть. Зарулили на стоянку вдали от основного терминала, выключили двигатели, и в этот момент пассажиры начали хлопать. Выход из самолета быстрый. В Астане в эти дни было аж -20. Полет на таком регионале мне понравился. Нет никакого шума или гула в голове, как часто бывает после других турбовинтовых самолетов. Насколько знаю, Казак Air также летает в Омск и Новосибирск на этом типе самолетов. Надеюсь, в связи со слиянием с Vietjet у них появится больше бортов в парке.
Водитель автобуса после закрытия дверей громко объявил пассажирам: «Добро пожаловать в Астану, столицу Республики Казахстан». Думал, сейчас еще и гимн включит. Недолгая поездка к зданию внутреннего терминала. Около телетрапа стоит 737 МАКС польской авиакомпании «Лот», который прилетел из Варшавы. Мы несколько раз поворачиваем и высаживают в здание. В отличие от наших аэропортов, здесь заранее открыли обе створки для прохода. Не знаю, как они так успели, но багаж с рейса уже был на ленте. А у выхода разворачивалась своя маленькая сцена ожидания. Ребята каждый раз скакивали при появлении похожего пассажира. Через секунду понимали, что ошиблись, и снова садились ждать. Внутренний терминал красивый, массивный и с ярким национальным антуражем. Впечатляет. Выхожу на улицу. Сбоку международный сектор. В него прилетал недавно из Сеула. Посмотрите мои приключения. Видео есть на канале. Станция легкого метро, которая уже запущена в городе. Вызываю такси. На улице, напомню, минус 20. В первые секунды не чувствуешь, а потом резко мороз начинает сковывать. Подъезжает водитель, сразу же сажусь в теплую машину. Еду недалеко. Впереди встреча в торговом центре в 20 минутах от аэропорта. Всегда эта сфера кажется, как будто большой космический корабль. Смотрю, не отрываясь. С разной дистанции она выглядит по-разному. Вот сейчас это похож на такой большой новогодний шар. Кстати, не знаю, что в ней находится. Захожу навстречу в соседний торговый центр, и на этом видео мое заканчивается. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Приношу извинения за голос, немножко заболел.